почему вы не уходите отсюда? А что уходить? Что нам уходить? Родственники у меня. А кто у вас здесь? Отец, мать, сестра. И вы с первого дня здесь? Конечно. Вы с 7 числа здесь? Да. Этот час назовут потом нулевым, словно время само дало трещину. Versa gânda, mi-a pachetul versa gânda. Rahmet gânda. Спитак. Эпицентр землетрясения. Живы те только, кто был в отъезде или вышел на улицу. Иные семьи полностью ушли из жизни. Часть дома, часть на работе. И лишь в памяти соседей осталось, что жили такие-то и в момент толчка могли находиться там-то. И те, что возвращались с того света. Иначе не скажешь. Скорый!
Эти кадры — лишь тысячная доля того, что снято в зоне землетрясения. Но это первые кадры. Ни в Москве, ни в Ереване не знали еще, что случилось. И здесь люди тоже не могли понять до конца, только с ними произошла катастрофа или во всем мире так. Многим казалось под обломками. Началась ядерная война. Это был час одиночества, бесконечного и бездонного. Только кровные узы сохранялись еще в разрушенном мире, и никому не нужен был живой или мертвый, лишившийся этих уз. Так казалось людям. Я хочу сказать, что я вынужден прервать мой визит, мою поездку и вернуться в Советский Союз. Вчера поздно вечером я получил известие о том, что землетрясение, которое произошло в Закавказье, в Армении в одном регионе, оказалось очень тяжелым и с тяжелыми последствиями. Много разрушений и много человеческих жертв. Поэтому мне надо вернуться срочно домой, в страну. Сейчас уже действует комиссия под руководством председателя Совета Министров, который находится в районе бедствия, и надо принимать срочные все меры для того, чтобы и помочь всем пострадавшим, оказавшимся в беде, тяжелой беде, принять все необходимые меры. Как бы выборочно поражала стихия. Но это только с вертолета казалось, что есть целые кварталы.
С полудня 7 декабря ни один человек не решался уже войти в эти дома. Хлеб для себя, гробы для близких. Каждый мог получить на стадионе в Спитаке. А народу сейчас много осталось? Сейчас тоже живут в монастыре. Было 653 ребенка. Вот, да. 600, около 60. Где мама, бабушка? Бабушка, где мама? О селах вспомнили лишь на 3-4 день. По первым сведениям, 22 села были полностью разрушены. Позже выяснилось, больше 50. Звали его Баласан. Убедившись в том, что свои дети живы, бросился в школу спасать чужих. Вынес через окно по приставной лестнице многих. И сам погиб. Был Баласан приемным сыном у матери, но таким был, что считали его родным не только она,
но и все соседи в селе. Да, в райцентре. Ну совсем разрушено. Совсем до конца разрушено. Остальные кое-как выдерживают, но такие. Половина есть, половина нет. Никогда уже мы не узнаем всего. Историю этой трагедии невозможно воссоздать полностью, как невозможно собрать города из миллионов обломков. Но с первых часов было ясно. Больше всего жертв в Ленинакане. Это был 10-этажный экспериментальный дом. Если б раньше знать, во что обойдутся люди в такие эксперименты. Мой мертвый здесь, сестра, лежит. Только один кран у нас есть. Погрузчика нет, экскаватора нету, ничего нету. Ну давайте пока уходим в сторону. Что делать? Людей нету, только миски. Кто погибший там, мы поможем. А где этот помощник, чтобы прийти сюда нам помогать? Дяденька, никто нету. Мама лежит, нету крана, и что снимать? Я один остался, папаченька умер. Я один остался, нету крана, и что маму искать? Дяденька, и что делать? Мама там лежит. Один осталось. Да я вижу, я понимаю, что... Ну как понимать, чтобы кран придет, свои тащит? В общем, товарищи, мы приехали для того, чтобы на месте разобраться, что какая помощь нужна. Сейчас посмотрим, откуда мы еще можно снять эскаваторы и самосвалы. Самосвалы сейчас уже есть у нас на подходе. Почему мне нельзя на каждый дом иметь координатор? Ведь мы же объекты, работаем на объекте. Ну хорошо, один кран с Украины, другой с Грузии оказался, четвертый с Еревана. Почему нет и почему нельзя поставить конкретного организатора на объекте дома? Есть дома, где вот так вводили, значит, аварийно с подхода механизмы, разные организации. Там, конечно, есть эти проблемы управления. Объективный вопрос есть, вообще-то говоря, потому что, значит, вот так, они взяли кран, они знают, что там лежит 5 человек, еще мертвецов, и они не выпускают на 2 метра в скорость. Давайте подумаем, как это сделать. С учетом вот этой специфики, которая создалась, действительно маневр, я чувствую, невозможно маневра делать. До тех пор, пока мы не вытащим на всех погибших. Ну, на доме. Как это сделать? Да не дают. На 2 метра не дают двинуться. Плашмя ложатся перед краном. 2 метра. Вот он говорит, вот здесь мои родственники лежат, и на 2 метра я не дам кран. Пока не вытащит. Это надо реально сосчитаться. Вот как нам сделать в такой ситуации правильную организацию? Ну, прежде всего, мы, значит, что сделали? Мы, зная подход техники в аэропорт, мы вынуждены были каждый кран уже здесь распределять, аэропортовский, и оттуда с помощью войск расставлять. Рыжков говорит. Значит, Лев Алексеевич, первое. Надо вот эти 150 самосвалов, которые, значит, подходят сейчас на разгрузку,
Надо немедленно разгружать, садить шоферов, сейчас там то, что мобилизацию провели, и своим ходом гнать сюда, в Ленинакан. Своим ходом, в том числе ночью гоните, чтобы они ночью шли. Чтобы к утру они здесь были. Здесь очень тяжелейшее положение с самосвалами, эскаваторами и так далее. Это следующий вопрос будет. Это вот 150. А завтра утром определимся со всеми остальными. Вы выясните, откуда еще идут самосвалы по железной дороге. Сколько бульдозеров пришло. Продумайте, чем перебрасывать. Конечно, это очень тяжелое положение будет, если мы будем каждый бульдозер перегонять траллером. Это мы, значит, 3-4 дня только на перегонку устроим. Давай переправ, значит, 150 бульдозеров прямо, значит, на станцию Ленинакан. И здесь разгрузим. Здесь разгрузим. Вот мы сейчас уедем отсюда. Сядьте, разберитесь по каждому дому. Ну, не на всех же, по-видимому, домах вот такие беспорядки, которые мы видели. По-видимому, где-то есть организованно. 8 домов вообще вытащены, от которых мы... Значит, надо определить, сколько вот таких, значит, домов, где нет организации производства. Бросить туда самые лучшие силы, значит, главных инженеров. Они постепенно возьмут свою руку. Ну, где-то добром, где-то заставить надо и так далее. Значит, техника подойдет сюда. Но надо брать эти в руки. Но мы же не можем, значит, на каждый дом поставить, значит, по офицеру, для того, чтобы он с автоматами стоял. Это же это нереальное дело. Нереально, да и нельзя этого делать. Нельзя. Надо понимать состояние людей, которые там находятся. Но и в то же время надо, значит, по-видимому, значит, делать так, чтобы люди понимали, что это для их блага делается. Мы видим, какая стихия на этих домах. Совершенно другая картина. На заводе одна ситуация, приходишь на дом, совершенно другая ситуация. Да и психологический климат совершенно другой. На заводе организовано, четко, знают свои задачи, знают, когда они закончат, что им делать дальше. Приходишь на дом, значит, сплошные крики, говорят, ничего мы не знаем, техники нет, вот, значит, кран есть, самосвала нет, там полная растерянность. Давайте, значит, берите в свои руки сейчас. Разоренный муравейник. Вот на что это было похоже. Надо было ввести военное положение, закрыть въезд и выезд из зоны, так многие считают теперь. Но именно родственники и знакомые первыми пришли на помощь. И первые 1000 спасенных на их счету. Да, заторы на дорогах были бедой на фоне страшной беды. Но как, скажите, командовать фронтом, если прорван он сразу в 1000 мест? Если рассеяны все штабы, уничтожены почти все командиры? Мощь страны будет собрана здесь в кулак. Поезда с техникой идут уже с севера, запада, востока. Но пока нечем светить, нечем поднять, нечем распилить. Если ты жив, если ты жива,
«Жди меня здесь». Перекресток судеб возле городского штаба. Самое прочное, что есть на этой земле, разбила стихия. Армянские семьи. Что будете объявлять, да? Да. Да? Показать вам? У меня 2 дочки. Сейчас, 1 минуточку. Хачатрян Лиана Борисовна. Она дома была. И Хачатрян Асмик Борисовна. Учились в 14-й русской школе. Но они дома были, вместе с моей мамой. Я просто надеюсь, что, может быть, они успели выйти пораньше. Вы понимаете? Как хотелось бы, чтобы случилось вот так же. Но чаще случалось другое. В большой крепости мы узнали, чем закончился поиск. Полковник Каратеев в городе Юрге Кемеровской области хоронит жену. Быть может, вот здесь случилось иначе. Из родных 12 потерял этот человек. А знакомых не счесть. Потому что мало с кем из жителей Спитака не был знаком первый секретарь райкома партии Мурадян. Теперь Спитака нет. Нет и этого швейного объединения, где еще полгода назад Мурадян был генеральным директором. Нет и многих из тех, с кем выводил он предприятие из прорыва, с кем строил жилье, возрождая неперспективный город. Делили жилье справедливо, по жребию, радовались, огорчались. Кто же мог знать тогда, что не номера квартир на бумажках, судьба, жизнь или смерть? Для живых выхаживались цветы, а достались мертвым. Кто мог знать?
состоянии, когда вам хотелось плакать? Да. Плакали? Да. Когда начинаешь один думать, когда в одиночестве, и перед тобой идет не один-два родственники или там, знакомые, а ряд людей, которых видели, не опознавали их, детей рядом школы или детских садов, всегда хочется плакать, бесконечно. И это невозможно остановить. Ни любая сила не остановит это. Невозможно. А как же дальше-то будете жить? Сам не знаю, честно говоря. Буду бороться до тех пор, пока народ все получит. А потом посмотрим. Это первая задача. Вот здесь, брат, дети, дочка 16 лет только окончила. Отца только сняли, вон погибшего с того подъезда. Правительственная комиссия создал Николай Иванович. Сейчас только надо первоочередные мероприятия сделать. Разберется, почему 3 года назад построенные здания развалились, а те, что при Хрущеве строились 4-этажки, 5-этажки, стоят. Самое главное здесь, надо вот по землей надо снимать их, ребята, вот сын или кого-то. Самое главное это. А сейчас нет никакого, только рабочие люди. Сколько, кто имеет? Мало. Нет, я имею в виду, вот у нас есть это спасательная группа. Пускай они помогают, а все они в разные стороны уходят. Почему не помогают? Только люди. Вот мы только мучаемся. Почему? И то по ночам нельзя работать. Спасательных групп очень много. Поступает более 500 спасательных групп у нас здесь. Значит, студентские отряды со всех республик. Первый же день нас всегда... Нет, это студенческие отряды, а специалисты. А специалисты? Более 20 отрядов у нас. Да, более 20 отрядов. Специально, которые, значит, еще надо. Специалисты, инженера, чтобы они могли командовать, как можно разобраться в здании. Вчера был задан вопрос, как дело с эпидемией. Это вопрос серьезный. Значит, заключение медиков такое, что вот при такой погоде, когда там вот все-таки остаются в развалинах погибшие, то это может вызвать определенные. 7 дней угрозы нет. Поэтому все надо сделать, чтобы за неделю разобрать. Все надо сделать. Как дальше будем с этим краем? Все-таки обустраивать здесь, восстанавливать. Тут строить можно, мнение такое, и нужно, края здесь, родина, не бросать же край, так сказать. Поэтому сейчас все республики взяли на себя обязательство за 2 года построить 2,5 миллиона квадратных метров. То есть возродить все за 2,5 года. Для того, чтобы восстановить жилье, соцкультбыт, школы, сады, потому что все разрушено в этом регионе. 500 тысяч без крова. 500 тысяч без крова людей. Вот на это все надо находить, будем находить, и на промышленность, на восстановление 5 миллиардов рублей.
Это предварительный был подсчет. Сегодня точно известно. 8,5 миллиардов, не меньше. Ուրիշ բանից չենք վախում։ Ես խնդրում եմ, թե դուք ուզում եք ձեր ծնողներին ողջ ունտան, ոչ ոքին մի թողեք, Я прошу вас, не ходите сюда. У них все есть. И лекарства, и еда. Но если хоть один из вас занесет сюда инфекцию, мы потеряем всех. Понимаете? Всех. Радер, кто ручен нас дыхает? Радер, милость. Это внук президента Буша. А это его сын. Такая слеза, думаю, дороже, чем 10 заседаний ООН. Неужели же и вправду прозреют люди?
В 20 раз увеличилась напряженность работы аэропорта Звартноц. Самолетам тесно уже на земле. Тесно им и в воздухе. Место гибели советского Ил-76. 78 погибло. Спасся один. А это югославский, при посадке. Погибли все.
Ребенку всего месяц. Исполнилось, отец погиб. Окончил Ломоносовский университет Москвы. Отлично окончил. Поступил на работу. Политехнический институт. Всего 15 дней ходил на работу. И вот 16 день землетрясение. У него единственный сын. У меня 2 сына и дочь. А ваш сын 9-классник? Сын погибший 9-классник, старший сын. Окончил институт, сейчас начальником цеха работает. В общем, у 2 братьев остался всего 1 сын и 3 дочери. К концу первой недели почти все, кому суждено было, вернулись уже с того света. 15 тысяч. 25 тысяч из жизни ушли.